Всем привет, друзья! Сегодня на календаре 27 мая. Я топаю на вокзал, на станцию Тонтегу. Собственно, потому что сегодня я еду в Пусан, потому что в Пусане сегодня проводится один из известных и крупных концертов, Dream Concert. Вот, этот концерт проводится каждый год, с 95-го, по-моему, года. Много какие группы там выступали. Благодаря этому концерту я узнал о многих старых группах, которые к так называемому первому поколению кей-попа относятся. Вот. Ну и, собственно, всегда хотел его посетить. Наконец-то такая возможность появилась. Вот. Сейчас топаю до вокзала. Времени еще куча. Можно было поехать, конечно, на автобусе. Вот. Но как-то времени вагон. Я подумал, чего сидеть дома. Уж лучше пойти прогуляться, да заодно записать какое-нибудь видео, еще чего-нибудь поснимать. Вот. Собственно, в этом году, конечно, там лайнап немножко не очень, потому что куча моих любимых групп были в прошлом году, но в прошлом году, естественно, я был еще в России. Вот. А так я не помню, кстати, когда снова начались выступления, потому что точно помню, что в 2020 году все это было в онлайне. Вот. В прошлом году точно помню, что был стадион. Ну, в общем, не знаю, чтобы в этот раз мысли по древу не растекаться. Лучше буду записывать небольшими отрывками, все равно потом монтировать. Вот, собственно, не знаю, чего там и как. Наверное, народу будет очень много. По крайней мере, билеты на поезд я решил купить в начале недели. И скажу честно, что те же места там у окна и прочее уже были раскуплены. Билет так назад на KTX его вообще не было, поэтому купил на SRT. В принципе, это, кстати, по-моему, один и тот же поезд. Просто у них разные наклейки, разный типа бренд. А так, по-моему, по техническим параметрам это один и тот же поезд, поэтому никаких проблем с этим не будет. Билеты все куплены, все готово. Осталось только добраться, посмотреть, что это, как это, увидеть это вживую. Ну и, соответственно, поделиться с вами этим видео. Друзья, еще забыл сказать о лайнапе. Собственно, там сегодня одна из групп — это Dreamcatcher, а у них буквально 2 дня назад, по-моему, вышла новая песня Bon Voyage, по-моему. Вот, и мне крайне интересно, они будут уже с новым материалом выступать или нет. И вообще, что касается других групп, да, те же там Itchy, NMIX, у них, в принципе, достаточно много популярных песен. Будут ли они или все-таки на этом концерте обычно поют самый свежак, скажем так. Вот, ну посмотрим. Еще, собственно, что-то сегодня как-то пасмурно немного. Вот, я на всякий случай взял, конечно, зонт и все остальное. Ну, будем надеяться, что дождя там нет. Так, как бы мне тут все это обойти? Дорожные работы. Блин, жалко, конечно, что там нет тех же G-Idol, потому что у них сейчас популярная песня вышла, Queen Card. Вот. Из каждого утюга буквально играет. И, блин, много тех групп, которых я бы хотел увидеть, но их там не будет, к сожалению. Вот. Но что есть, то есть. В принципе, тоже неплохо. Вот, собственно, я уже практически дошел. Чуть-чуть осталось. Буду, видимо, ждать на вокзале, чилить. К сожалению, красивых видосиков из окошка я вам не поснимаю, поскольку места у окна не было. Буду сидеть посередке. Ну, не знаю, может, что-нибудь уже в самом Пусане наснимаю. Посмотрим. Сложно, конечно, контент делать. С другой стороны, конечно, вообще весь страх пропал. Я как придурок сейчас иду с телефоном на вытянутой руке. Вот, вокруг народ, ну как бы думаешь, ну и ладно. В России я бы, наверное, начал загоняться, потому что у нас как-то это не принято и странно. Вот. А тут это нормально. Ну ладно, потопаем.
все, вот я и приехал наконец-то. А народу тут, конечно, куча. Просто огромное количество. Вот, но доехал благополучно. Уж не знаю, что там на монтаже получится. До конца я не понимаю, можно ли снимать вообще в общественном транспорте, на вокзалах. Вот, сейчас топаю в сторону стадиона. Слушайте, ну до чего в Пусане все-таки красиво. Все эти горы. Город в таких вот низинках, ущельях расположенный. Блин, конечно, скучаю по родному Уралу. У нас не такие высокие горы, но тем не менее. Собственно, народ уже подтягивается. Вот это вот и есть сам стадион, на котором все должно проходить. А я сейчас попробую посмотреть, куда идут люди, куда идет основная толпа. Может быть, там будет что-нибудь интересное. Смотрите, какая вкуснятина. Я вроде чуть-чуть голодный, но сегодня жарко. А вы сегодня кого пришли поддерживать? Вручили мне вот такую штучку, чтобы обдувать себя. Потому что достаточно жарковато тут на солнце. Вообще, не до конца привык к Корее, что здесь достаточно тепло. Хотя, в принципе, у нас на Урале тоже бывает жаркое лето. Вот. Да и лето-то тут еще пока не началось полноценное. Там я, наверное, совсем буду стреляться. Так, собственно, попытаюсь сейчас понять, что здесь вообще за стенды, что здесь вообще за палатки. Потому что не хочется пропустить чего-нибудь важного. Что-то я пока не понимаю, какой мне нужен гейт. Здесь народ просто идет по кругу. И, собственно, вроде гейты есть, но они закрыты. Я так понимаю, наверное, вход для всех общий. Либо там будет какое-то разделение. Потому что в данном случае я купил место на балконе, чтобы было с высоты получше видно. Вот. Но пока не понимаю, как туда зайти. Сейчас разберемся. Все, разобрался я, как сюда попасть. На самом деле даже удостоверение личности не проверяли, хотя на сайте написано, что необходимо его было взять. Вот, в принципе, просто отрывают билетики. А мое место где-то там. Вот, но это первый ряд на балкончике, поэтому должно получиться хорошее видео, по идее. Вот, сейчас отправлюсь на поиски. Ну, а тут, собственно, полным ходом идет подготовочка. До всего события еще целый час, поэтому придется подождать. Ну что ж, я нашел свое место, друзья, практически перед сценой. Да, внизу там есть еще один балкончик, вот, но он совсем не мешает, поэтому отсюда будет отличный обзор, я считаю. Ну и надеюсь, что-нибудь-то получится. Давайте-ка потестируем зум. Вау. Ля, красота какая, вы только посмотрите. В принципе, тянет даже на фанкам какой-то, если так задуматься. Вот. А так, конечно, по идее, я здесь, я смотрел карту того, как вообще здесь все будет сниматься. Я, по идее, здесь в слепой зоне. То есть я, по идее, не должен попасть ни на какое видео, потому что вот здесь вот есть площадки. В прошлом году, по-моему, здесь были ведущие. 네, 스타와 팬이 하나 되어 즐기는 대한민국 최대의 K-POP 콘서트 제28회 드림 콘서트에 오신 여러분 환영합니다. 네, 새롭게 시작하는 드림 콘서트 리버스로 여러분을 안내할 MC 도영 MC 유진입니다. Да, ребята, посмотрите, тут как раз для них телевизор с телетекстом. Сами ведущие стояли в прошлом году здесь, поэтому можно даже их поснимать. Сейчас сижу, жду, уже время 6 и 9 минут, пока ничего не начинается. Вот, но слышу с внешней стороны стадиона какие-то крики безумные. И я так понимаю, похоже, зря я сюда слишком рано пошел, потому что если так посмотреть, ну где-то половины
стадиона вообще еще не заполнено. Вот, возможно, там есть какая-то зона, где встречают айдолов, что-нибудь вроде этого. Вот, ну, ладно уж, не застал, не знал, в другой раз застанем. 사람들은 다 하고 싶은 대로 해 진심 미운 껍데기 뿐이고 해 눈치를 끝나머 기다리다가 딱 봐도 보이지 않는 미래 후회할 때는 이미 늦었단 걸 알아 너 편하기만 하면 다쳐 이상하게도 없지 네 이상이 없지 막지 말라 가는 게 아쉽다고 같지 Latinx. Show up.
ну все, концерт подходит к концу. Там оставалась одна последняя группа мужская. Я их знать не знаю. Вот, и я решил, что пора двигать. Потому что сейчас там будет толкучка, когда все будут выходить. Так что я по-тихому чуть заранее ушел, топаю до метро. К сожалению, не все, что я снял, сохранилось. Там подряд выступали NMIXX, потом Itchy, потом Oh My Girl. И что-то телефон, короче, перегрелся, он почти был разряжен. И я так смотрю, видео как-то дергается. Думаю, может, памяти не осталось или еще чего-то. Вот, ну, в общем, как-то неудачно. Я остановил видео, вроде заблокировал, разблокировал, смотрю, а видео не сохранилось. Вот, а оно было длинное, потому что они шли друг за другом. Писалось одним дублем. Ну, ладно. Просто хотел вам показать. Довольно здорово было. Вообще, зачем стоит ходить на концерты, да? Казалось бы, ну вот все, что мы видим там в интернете, в клипах, оно одно и то же. Вот, на концертах, конечно, круто, это атмосфера. И было здорово. Вообще, сзади меня там сидели парни, человек 6-7, наверное, было. Ну, на вид лет 15-17, то есть такие молодые. Вот, и они прям так кричали, они так просто кайфовали от тех айдолов, которые им нравятся. Вот, и при этом каждый раз, когда выходили парни, они такие матюкались немножко по-корейски, что типа, сколько можно-то? Им все надо было NMIXX, когда уже NMIXX. Вот, это, кстати, тоже интересно, потому что всегда было интересно, какие вкусы у тех, кто живет здесь. Они все-таки несколько отличаются от наших. Вот, и, пожалуй, мне стало понятно, что молодежи крайне нравятся действительно NMIXX и Itchy. Хотя Itchy уже группа такая старенькая, можно так сказать. Вот. Ну, видимо, молодежь любит молодых, дорогу молодым. Как-то так вот. В общем, на улице до конца записать не смог, потому что там темно. Забавный момент был. Собственно, внизу, на самом стадионе, там было достаточно много пустых мест. Вот, ну, наверное, половина или треть, наверное. Вот, ну, я сижу на балконе, думаю, а чё я тут сижу? Вот я ничего не вижу, зрение плохое. Может, как-то вниз пробраться, фотку хоть сделать хорошую. Вот. Ну, соответственно, подошел я к девушке, став выставлен, и у них можно спросить. Она мне говорит, нет, ни в какую, нельзя, запрещено. Какой билет купили, там и находитесь. Ну, я расстроился, пошел назад, а потом такой думаю, ну, менталитет-то наш не изменишь. Пошел, а значит, вниз. Думаю, ну так, типа в туалет посмотреть вообще, что-то как, какие там пути, как вообще туда проходят. Действительно, там, чтобы туда зайти, полноценный вход совсем с других гейтов, да, то есть стадион устроен так, что сверху ты там не спустишься. Там есть, конечно, два мостика небольших, по которым люди проходят, а они там проходят, потому что им нужно было в туалет дойти, например. Вот, и, собственно, я такой думаю, блин, наверное, можно по этому мостику туда пройти, значит, постоял такой, понаблюдал, ну, вообще понял, что не вариант. То есть, да, народ проходит, но просит показать билеты, и некоторых разворачивают, видимо, таких же хитрецов. Вот, прямо на моих глазах там двое шли, одного пропустили, другого, типа, сорян, у тебя билет не сюда. Вот, но я такой поставил, подумал, ладно, пойду тогда вернусь. Вот, в общем, не получилось, а хотелось, потому что, блин, когда еще вживую бы там поближе бы посмотрел, потому что издалека оно как бы, ну да, своими глазами, но с другой стороны, в принципе, ожидания и реальность совпали, а если бы вблизи, да, тоже бы ожидания и реальность совпали. Я уже как-то вышел из того состояния, когда, типа, это в России так может быть, да, когда вау, айдол корейский, круто, вау. А тут, в принципе, пока живешь, уже успеваешь насмотреться и на парней, и на девушек, и понимаешь, что, в принципе, ну, ничем они не отличаются. Такие же девушки, такие же парни, просто поют, просто красиво одеты, просто худенькие, хорошо танцуют, ну, в принципе, вот вся разница. Сейчас я, собственно, в метро, предстоит добраться снова до вокзала, сесть на поезд, приехать домой, и можно отдыхать.
Я в этом метро, короче, опять потерялся. Не очень понимаю, как здесь сделана пересадочная станция, потому что вообще они, конечно, тут порой мудреные. Я помню, что в Сеуле я один раз чуть не потерялся. Там очень сложная схема, то есть, чтобы перейти на другую сторону, надо было уйти на другую линию, потом вернуться, то есть там какой-то такой крюк сделать. Вот, и тут, что в ту сторону, когда я ехал, пришлось выходить и снова заходить, то есть, получается, второй раз оплачивать метро. Что сейчас я думаю, блин, пойду за толпой, и в итоге не понял, куда все рассосались. И опять пришлось выйти и спуститься сюда, потому что я не понимаю, как тут сделан переход, потому что если я хочу в другую сторону уехать, все нормально, можно было не выходить, но мне нужно в сторону вокзала, вот, поэтому пришлось, конечно, выйти. Ну все, вот я снова на вокзале. Последний, кстати, поезд, который сегодня уезжает из Пусана. Следующий только в 5 утра, самый первый. Большое счастье, что у меня есть с собой билет, иначе я бы не знаю, что если не успеть, время уже за 11, мне кажется, уже и... Нет, какой за 11? Мне кажется, можно вообще здесь остаться до утра, потому что время позднее, но у меня есть билет, все хорошо. Так что поеду домой отдыхать. Всем спасибо, пока-пока, увидимся в следующих видео.